Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я продолжаю сезон кабачков, который все еще в разгаре. В этом видео я покажу вам, как я готовлю вкуснейшую кабачковую икру. Оставайтесь со мной, чтобы не пропустить этот необыкновенный рецепт. Приступим. Для этого мне понадобятся следующие ингредиенты. Лук 400 грамм, морковь 400 грамм, 1 головка чеснока, томатная паста 300 грамм, соль 30 грамм, черный молотый перец и, собственно, 2 килограмма кабачков. Для начала я нарежу весь лук. Вот так вот. И отправляю его на сковородку. Затем натираю на крупную терку морковь. Если вы любите, то лук и морковку можно обжарить. Для этого сковороду нужно предварительно разогреть, а затем налить туда масло для жарки. Когда оно разогреется, отправить туда уже лук и морковку. В процессе жарки нужно будет все хорошо мешать, чтобы овощи не пригорели. Есть, готово. Отправляю натертую морковь к луку. Я стараюсь в последнее время поменьше жарить, поэтому буду их сегодня тушить. Для этого добавляю немного воды, где-то 50 мл. Накрываю крышкой и отправляю на плиту на слабый огонь. Примерно на 15-20 минут. После этого беру кабачки, срезаю с них хвостики и очищаю полностью от кожуры. Вот так вот у меня получилось. Помешаю лук с морковкой. Теперь очищенный кабачок нарезаю вначале на кружочки, а затем разрезаю их на кубики. После этого получившиеся кубики отправляю в кастрюлю. Далее нарезаю чеснок. И отправляю его в сковородку к морковке и луку. Туда же добавляю томатную пасту. И хорошенько все перемешиваю. Накрываю крышкой и буду тушить еще 5 минут. Нарезаю точно таким же способом следующий кабачок. Помешаю содержимое сковородки. И дорезаю оставшийся кабачок.
Есть. Готово. Солю кабачки. Перчу по вкусу. И перекладываю все из сковородки в кастрюлю. Затем перемешиваю. Накрываю крышкой. И отправляю кастрюлю на плиту на 20 минут. После этого отправляю в духовку стерилизоваться банки для икры при температуре 180 градусов Цельсия на 15 минут. Через некоторое время помешаю содержимое кастрюли. И спустя уже 20 минут снимаю кастрюлю с плиты. Далее мне понадобится погружной блендер. Измельчаем все до однородной массы. Будьте аккуратны. Разные виды блендеров по-разному себя ведут. И от некоторых могут разлетаться брызги во время измельчения. А конкретно в данном случае очень горячие. Есть. Готово. Теперь накрываю кастрюлю обратно крышкой и отправляю опять на плиту на маленький огонь на 5-7 минут. Будьте внимательны. На этом этапе кастрюлю обязательно нужно закрыть крышкой, так как уже после измельчения икра кипит немного по-своеобразному, ляпая вот так вот на закрытую крышку. Это в моем случае. Но если ее не закрыть, думаю, вы можете представить себе, что будет с плитой и кухней. После этого ставлю на соседнюю конфорку закипать кастрюлю с водой для стерилизации крышек. И достаю из духовки банки. Спустя 5 минут снимаю икру с плиты. Ставлю ее на стол, рядом с баночками. Простерилизую в кипятке ложку, в которой буду раскладывать икру. Снимаю крышку. И раскладываю ее по баночкам. Вот так вот. Получилось 5 баночек по 450 мл. И осталось еще немного на пробу. Далее стерилизую крышки по 5 секунд в кипящей воде каждую. И закрываю ими банки. После этого беру кастрюлю, укладываю на дно хлопчатобумажную ткань, а сверху устанавливаю банки. Заливаю теплой водой так, чтобы банки полностью в нее погрузились. Затем беру еще одну кастрюлю, так как в первую все банки у меня не поместились, и делаю все то же самое.
закрываю крышками кастрюли и отправляю их на плиту на самый маленький огонь. Довожу до кипения и оставляю их на плите еще на 1 час. Это нужно для того, чтобы они простерилизовались и могли простоять до зимы в квартире без добавления уксуса. Через час снимаю кастрюлю с плиты и оставляю банки внутри, до тех пор, пока они полностью не остынут. Затем достаю их оттуда. Икра готова. Можно отправлять на хранение. Также осталось немного икры и на пробу. Вот так вот она выглядит. Приятного аппетита! Также у меня есть еще несколько рецептов кабачковой икры. Ими я, возможно, поделюсь с вами в следующих выпусках. Вот, готовил недавно по одному из них. Икра получилась немного другого цвета и вкуса. Чтобы не пропустить мои новые рецепты, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. А также ставьте лайк видео, если оно вам понравилось. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч на моем канале в следующих выпусках. Пока!